Потому что российская власть очень хорошо понимает, что идея Запада держится чисто на психологическом трюке. Идея, что все члены НАТО будут друг друга защищать. Да? Это и есть идея Запада. Другой идеи Запада нету. И они поняли, что достаточно слабая, психологический трюк это очень-очень слабый. Да? Если его развинтить, тогда уходит вообще идея Запада. Да? Тогда они психологически победили. Да, даже если экономически проиграли, неважно, психологически не победили. Значит, им просто нужно доказать, что все страны НАТО не будут друг друга защищать. И они очень сильно над этим работают. Значит, это чистая игра психологической нарратива. И, конечно, НАТО тоже понимает. И все действия, которые НАТО делает в Прибалтике, это не связано с защитой Латвии или Литвы. Россия может завтра их взять, никто их не сможет защитить физически. Это невозможно. Да? Там несколько сотен солдат, там плоское пространство. Просто доказать, что НАТО может вместе что-то делать. Если Грузия или Украина уходят в НАТО, это огромный удар по чести России. Да? Вот это да, это угроза. Угроза не НАТО, а угроза, что колониальные субъекты смогут решать свою судьбу. А кто тогда такая Россия, если она не имперская держава? Почему эти могут, а мы не можем? Здесь очень психологический момент такой очень важный. Не военный, а именно психологический. Если мы говорим про Украину, они знали во время Майдана, что нет никаких шансов, что Украина войдет в НАТО, что Обама против, что немцы против. Почему немцы так обижены на Россию? Немцы очень четко коммуницировали России, что они никогда, при нынешних обстоятельствах, не пустят Украину в НАТО. Да? У них это понимание было. Когда Россия начала вопить, мы это должны делать из-за НАТО, немцы очень обиделись. Но это было реально такое. Россия в этом плане очень сильно растерзала договоренности между Германией и Россией. Гениальность или фишка русской пропаганды современной, что они в состоянии продать совершенно другой, разный образ себя разным группам. Потому что для левых они левые, они борются с империализмом. Для правых они такие тоже правые. Для религиозных они религиозные. Для реалистов они реалисты. Они смогли найти разный язык с разными группами и передавать этот язык через разные форумы и каналы. Значит, образ очень разный. Но главное, что этот образ есть. Россия теперь везде. Долго она всегда присутствовала, конечно, что это важная страна, большая, литература, ля-ля-ля, но она не доминировала первую полосу газет. Туда посылали неуспешных журналистов, да, или журналистов, которые растут только. Да. А главное было, конечно, поехать в Ирак и Средний Восток. Главное было война в Ираке. Теперь Россия везде на первой странице. Значит, опять Россия смогла создать образ себя как нечто могучее и в каком-то смысле опасное. Это тоже было сделано намеренно и очень успешно. Никто серьезно не воспринимает Россию как державу в сфере экономики или даже военной силы. Да? Это такое держава нарратива. Такая держава, о которой весело рассказывать, о которой хочет, чтобы они рассказывали. Бывают люди на тусовке, да, они не самые богатые, не самые талантливые там, но они очень громкие, и все вокруг них кружится. Россия примерно такую роль играет, такого комедийного зла. Что, конечно, совершенно не комедийно, если ты в Украине или в стране, которая реально под угрозой, и которая Россия реально калечит, да? Но Россия же не выбирает Запад, чтобы его калечить. Она заигрывает с Западом, чтобы чувствовать себя важным, а калечит на страны, которые, страны жертвы, которые никто не будет защищать. Русские олигархи совершенно не олигархи. Был момент олигархов в 90-х, когда это было что-то, это дышало, я не знаю про русский дух, но это дышало какой-то московской энергией бешеной. Но эти ребята, которые стали миллиардерами выросли в коммуналках, стали миллиардерами за 5 лет. Конечно, это был дикий экспириенс, и их опыт был безумно интересный, их чувство, что они все были полусумасшедшие, и в то же самое время параноидальные, и в то же самое время все возможно. У них что-то было, да, очень неприятная, но очень кинематографическая аура
Но то, что сейчас это не олигархи, это просто такие помощники президента при отмывании денег, но не сломанные совершенно, не скомканные. Очень интересно было посмотреть на Ходорковского, да, потому что он сел в 90-х, он так же себя ведет сейчас, как он уже вел себя в 90-х. Да, он застыл в этом моменте. Но их нет уже олигархов. То, что сейчас такие люди, которые... это не западные бизнесмены, это люди, которые живут в феодальной структуре, которые там, где у царя право первой ночи. Мне всегда было интересно, что когда Ельцин, конечно, безумно коррумпированный, но у него еще были какие-то замашки советские, да, что он не просто брал деньги там в конверте, да, а ему было важно, что ему передают деньги под эгидой того, что он пишет книжку. Да, это все нужно как-то скрыть, чтобы был какой-то флер. Конечно, в путинской эпохе это все даже совершенно никому не нужно. И вся эта декорация не нужна. Он просто берут деньги и все. А что-то поменялось, да? Ведь, видимо, при Ельцине еще была такая остатка какого-то там советского лицемерия. Но лицемерие это хорошо, лицемерие показывает, что есть хоть какие-то идеалы в голове. А кажется, стало более галимо, как-то совсем. Никто теперь даже не прячет. Что в советское время там кто-то мог, а Мандельштам не мог. Просто не мог. Да? Просто физически не мог. Его тошнило, когда он пытался договориться со властью. А другие тоже очень хорошие поэты могли найти свою роль и как-то тихо обойти. Почему Пастернак как-то плюс-минус мог, большинство жизни, а Мандельштам не мог. Очень часто, когда была конфронтация со злом, люди выстояли, да? Потому что это такая открытая борьба. А когда их медленно, мягко подкупали, тогда что-то другое было. Даже и проще иногда выстоять, когда кто-то тебя пытает. Вот когда пытка, там допрос, ты можешь выстоять. А когда тебя так медленно, так массируют, ты сам не замечаешь, когда ты впадаешь в это. Это, кстати, в Эстонии очень... У меня друг в американской академии исследует стратегию КГБ в Эстонии. И сперва они пытались людей ломать. Но это не работало, да, потому что люди не хотят ломаться. А потом начали просто медленно их подкупать. И это, кажется, даже было прописано как стратегия. Просто приглашать их, побеседовать, помочь. Так. И тогда люди начали помогать сразу. Это тоже вопрос, как людей ломают, да. И, конечно, более тонко ломать незаметно. А мы всегда представляем там допрос, момент, вот он сломается. А это проще, наверное, быстрее в каком-то смысле. Вообще русское бандитское кино должно было быть самое лучшее бандитское кино за историю бандитского кино. Оно должно было быть лучше, чем американское, лучше, чем итальянское, да, потому что больше психологизма, драмы больше, еще политическая драма. Вообще Россия должна была расплодить там дюжины Скорсезе. И Бустов бы был Скорсезе, если бы мы дали шанс. Да, им просто отрезали все это. Пошел заказ, мы хотим позитивно. Это как-то дали понять в Минкульте и так далее. Но с Мединским это уже совсем все понятно. Это уже ужас. Но даже тогда мы хотим позитивное кино. И бедные актеры, как Гоша Куценко, должны были перейти от юного Де Ниро, когда Де Ниро играл бандитов, сразу к позднему Де Ниро, когда он играл в тупых комедиях. Но они даже не успели побыть Де Ниро по-настоящему. Там 1-1,5 фильма сделали и все. Но это, конечно, трагедия для русского искусства. Потому что, конечно, должен был быть просто рассвет этих гениальных бандитских фильмов. А в конце концов, что у нас было? Там «Бумер 1-2» и все. Я сперва думал, что... И, кстати, когда я в киношколе был в Москве, я всегда думал, что русские любят там Тарковского, медленные кадры, планы, медленное психологическое развитие. Нет. Русский зритель почти что как американский. Ему нужны быстрые склейки, быстрые сюжеты, нон-стоп такой драйв. Он не похож на английского зрителя, он похож на американского зрителя. Стиль монтажа должен быть как в американском шоу, не как в английском. Значит, все, что я понял, пока я там был, что это зритель, который очень-очень быстро теряет интерес и которому становится скучно очень быстро. И в этом плане у власти очень сложно. Им нужно все время придумывать новые сценарии, чтобы держать даже уважение, я бы сказал, зрителя. Крым они придумали внезапно, да, это было как-то неожиданно, и все аплодировали даже, что придумали такое шоу. А смогут ли еще один придумать, я не знаю. Наверняка у них есть много сценариев, которые они хотят попробовать. Именно сценарии, да, чтобы развлекать людей.
Но если не смогут их развлекать, тогда остается только на них давить и арестовывать.